Всем привет! В прошлом видео по результатам переработки 11 килограммов модулей памяти был получен достаточно скромный результат, а именно 4,35 грамма, что составляет приблизительно 0,4 грамма на 1 килограмм исходного веса модулей памяти. И этот результат вызвал некоторое недоумение у определенного количества зрителей канала, которые они не преминули отобразить в комментариях под видео. И самым распространенным из них был вопрос, почему при цене в скупке в 4000 рублей за 1 килограмм модулей памяти выход по золоту получился в районе 3000. Я сам задавался этим вопросом, и поэтому сегодня попытаемся на него ответить. Вторым по популярности был комментарий о том, что при обработке подобного материала на видео других афинажников выход по золоту был в 2, а то и в 3 раза выше, чем у меня на канале. Ну и не беря в расчет комментарий о том, что автор приворовывает результаты переработки, попробуем выяснить, в каком месте могли быть допущены ошибки, и поищем потери в самой переработке. В личной переписке с коллегами и в комментариях была высказана действительно пара здравых мыслей, которые мы проверим чуть позже. Ну а пока вернемся к переработанному материалу. Не лишним будет напомнить, что у себя на канале я показываю переработки в том виде, в котором они происходят на самом деле, без украшательства процесса и результатов в виде веса извлеченного металла. Итак, еще раз о материале. Он был 3 типов. Первый – длинные планки из-под димов с распаянными на них чипами двусторонними и BJ. На всех этих планках присутствовала позолоченная ламель. Второй тип – короткие димы и симы. Вот такого вида, на которых в основном были распаяны двусторонние чипы. Также присутствовала позолоченная ламель, но присутствовала она не везде. И, наконец, третий вид материала – это вот такие симы с распаянными двусторонними чипами, позолота на ламелях, которых отсутствовало. Количественное соотношение всех 3 видов материала можете оценить на глаз. Теперь о здравых мыслях, высказанных в комментариях и в личной переписке. В этом стакане находится материал, сконцентрированный гравитационным методом из пепла чипов. Здравой мыслью, по моему мнению, является то, что для травления в царской водке этого материала нужно было использовать не стакан, в котором он сейчас находится, а, например, стакан с более широким дном. И это нужно для того, чтобы раствору в процессе травления было проще циркулировать по объему материала. Исходя из этого, я провел повторное травление материала в стакане с большей площадью дна. И результатом стало извлечение полезного металла в количестве 0,12 грамм. И это приблизительно 4% потерь от металла, добытого из пепла чипов, предварительно сконцентрированного гравитационным методом. Именно переработки чипов, а не общей переработки, в которую входило еще и извлечение золота из ламелей. Таким образом, мысль оказалась действительно здравой, и в последующих переработках я буду обрабатывать подобный материал именно в посуде с максимальной площадью дна. Теперь вторая, на первый взгляд, здравая мысль, но с которой я готов поспорить. В этом стакане находится пепел, отсеянный при гравитационном концентрировании материала. Утверждается, что в нем остается некоторое количество золота после вышеозначенной процедуры. Спорить с этим утверждением я не буду, ибо золото там действительно остается. Вопрос в каком количестве. Я протравил эту часть пепла в смеси азотной и серной кислот, а затем обработал ее царской водкой. И на выходе имеем вот такой результат. Золото в этой части пепла действительно содержится. Вот такой осадок после растворения в царской водке мне удалось получить. Единственное, что он очень легкий, и его вес я оцениваю тоже в единице сотых грамма. Но точный вес мы узнаем после взвешивания. Теперь о том, почему мысль о ненужности гравитационного концентрирования я не считаю здравой. Общий объем несконцентрированного гравитации пепла был бы приблизительно вот таким. И при обработке такого количества пепла царской водкой, даже если это делать не 1, а 2 или 3 раза, потери будут все равно больше, гораздо больше, чем золото, находящееся в этом стакане. Это обусловлено тем, что золото, находящееся в царско-водочном растворе, при фильтрации будет восстанавливаться на угольных частицах, находящихся в этом пепле. И как бы хорошо не был обожжен материал, этих угольных частиц будет достаточное количество для того, чтобы потери были существенными. При этом промывать пепел при фильтрации соляной кислотой совершенно бесполезное занятие. И если все-таки заморочиться и добиться полного извлечения золота из необработанного гравитацией пепла, то в конце концов стоимость реактивов превысит
потери, которые мы понесем при разделении этого пепла гравитацией. Исходя из всего вышесказанного, считаю, что вопрос с обработкой чипов через обжиг и гравитационным сокращением пепла считаю закрытым. И потери по результатам обработки именно чипов оцениваю в единицы процентов, но никак не в разы. Причем как избежать части этих потерь, мы уже выяснили. Теперь попробуем поискать потери в материале после выщелачивания. Первой здравой мыслью было отделить ламели от самих плат модулей. Но так как большинство из модулей были односторонними и на обратной стороне была разметка под пайку, также позолоченная, я решил этого не делать для более полного извлечения. Ну и второй здравой мыслью, касающейся непосредственно процесса выщелачивания, было то, что золото в процессе этого самого выщелачивания могло обратно восстанавливаться из раствора на металлизированных поверхностях, а именно на медных. Возможно, вот это мы сейчас наблюдаем. Цвет здесь не медный, а с каким-то налетом. Возможно, золотым. Происходить, на мой взгляд, могло только по одной причине, а именно по причине быстрого вырабатывания раствора вследствие большой площади металлизированных поверхностей. Поэтому сейчас мы проведем повторное выщелачивание с единственным отличием от первого, что в этот раз мы не будем добавлять дополнительный окислитель в виде красной кровяной соли. Делать все будем по-быстренькому, без лишних соплей, на таймлапсе. Спустя приблизительно 50 минут выщелачивание закончено. И можно наблюдать, что ламели стали и модули визуально чище. Проявилась медь в местах пайки, а также проявилась более ярко выраженная медь в местах, где находилась золотосодержащая ламель. Вот совсем чистенький модуль. Вот еще проявившийся на плате медь. И думаю, что шанс на какой-то положительный результат присутствует. Также по ходу пьесы я сконцентрировал золото, которое отстоялось в растворе из-под лишнего пепла после обработки его гравитацией. Вот такое количество осадка. Ну, как я и говорил, здесь единицы сотых грамма. Результат взвесим позже. А сейчас раствор после выщелачивания отправляется на фильтрацию.
Спустя 30 минут раствор отфильтрован. Общего количества около 9 литров. И начинаем цементацию золота из раствора. Если оно там есть, конечно. Визуально цинковый порошок слегка потемнел. Видимо, какое-то содержание драгоценного металла в растворе все-таки есть. Ждем окончания цементации. Собственно, вы все видели, хоть и по-быстрому. Я зацементировал выщелачивающий раствор. После этого отжег цинковый порошок азотной кислотой и получили отстоявшийся осадок. Но, судя по его количеству и его легкости, думаю, что речь здесь может идти тоже о единицах сотых грамма. Тем не менее, сейчас я перерастворю этот осадок в царской водке, сконцентрирую золото и будем переходить к подведению итогов. Золото перестворили, пересадили и сконцентрировали. Вот такое более чем скромное количество осадка получилось. И, как я и говорил, речь здесь может идти только о сотых грамма. Ну и финалочка. Давайте посчитаем наши потери при первичной переработке материала. Напомню, что в переработке участвовало чуть меньше 11 килограммов модулей памяти типа DDR, разных годов и типов. И первым отправляется на взвешивание металл, добытый из повторной переработки пепла, из которого гравитационным методом изначально было удалено все лишнее. Результат 16 сотых грамма. Следующим взвесим металл,
добытый из большого количества пепла, отсеянного при гравитационном концентрировании. Результат 10 сотых грамма. Ну и последним взвесим металл после повторного выщелачивания плат модулей. Результат 10 сотых грамма. Теперь объединим все потери. И видим, что суммарный результат по потерям составляет 36 сотых грамма. Ну и теперь справедливым будет добавить к этому весу королек с первичной переработки. И получим общий результат по переработке 4,69 грамма. Перед тем, как делать какие-либо выводы, скажу, что потери при обработке любого материала есть всегда. И использование различных методов переработки направлено в основном на их минимизацию. Теперь, собственно, к выводам. Из потерь могу признать лишь 15 сотых грамма, которых мы не досчитались при обработке сконцентрированного гравитационным методом пепла. Но, как было показано ранее, эти потери легко нивелируются использованием посуды с более широкой площадью дна. Переработка же отсеянного гравитацией пепла, равно как и повторное выщелачивание ламелей, не имеет никакого экономического смысла. Реактивы и время, затраченное на нее, стоят дороже. Ну и подводя уже совсем окончательный итог, могу предположить, что скупщики, одаривающие людей 4000 рублей при покупке 1 килограмма подобного материала, обладают каким-то тайным знанием в извлечении драгоценных металлов. Я подобным тайным знанием не обладаю, и поэтому в дальнейшем, как и прежде, буду перерабатывать подобный материал по фактическому выходу. Я не питаю иллюзий насчет того, что мне удалось переубедить в обратном комментаторов, говорящих, что выход должен был быть в 2-3 раза больше. И лишь надеюсь на то, что видео было полезным. В последующих видео я обязательно покажу другие способы переработки подобного материала, в том числе с использованием косарифельного концентрационного стола, но это будет точно не сегодня. А на этом у меня все. Всем пока!